Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я для вас сделаю два расклада на тему, стоит ли продолжать с ним отношения. Будет два расклада на Ленорман и на Кипер. Выбирайте колоду, либо смотрите все видео, пишите комментарии мне какие-то. Может быть, вы хотите узнать что-то, да, какую-то тему, предложить мне, пожалуйста, пишите. Но, конечно, я всегда говорю на своих раскладах, что общие расклады на моем канале и на индивидуальных я всегда прошу фото. Я делаю по фото расклады. Поэтому всегда имейте в виду, что не всегда ваша энергетика придет. Но вы можете что-то для себя узнать, что с вами срезонирует. Да? Может быть, какое-то что-то небольшое из расклада общего тоже с вами срезонирует. Ну, давайте будем начинать. Стоит ли продолжать отношения? И спросим, почему вообще задаемся мы этим вопросом? Вы задаете этот вопрос. Почему? Есть какие-то тайны или скрытые моменты. Может быть, здесь как бы дело касается также денег или документов каких-то. Давайте посмотрим, стоит ли продолжать. Здесь могут быть какие-то препятствия в обществе, связанные с решением вопросов, с деньгами, с детьми, с какими-то другими делами, да, с чем-то новым, с новыми направлениями в обществе. Также карты, раз показывают эту карту ребенка, они могут говорить о том, что нужно также подумать о новом. Потому что есть здесь то, что скрыто в ваших отношениях. Кто-то не все вам договаривает, кто-то манипулирует. Может быть, дети манипулируют, да, обратите внимание. Здесь решаться могут вопросы, связанные с деньгами. Стоит ли продолжать эти отношения? Есть такая возможность у вас, потому что здесь карты неплохие, в принципе. Но нужно здесь потрудиться, решить определенные вопросы. Ну и, конечно, если манипуляция идет от детей, то нужно принимать, конечно, вам решение жить ради манипуляций каких-то или жить для себя, да, то есть не терять свое счастье. Немножко нужно подумать о себе. Иногда мы забываем о себе ради детей. Ну, вот тут такой момент, так скажем. Я хочу посмотреть, хочет ли ваш мужчина продолжать отношения. Он сейчас находится в переживаниях, он не знает, хочет ли продолжать отношения или нет. У него тяжелые сомнения, да, тяжелые сомнения. Возможно, иногда он думает, что то, что ваши отношения, это для него иллюзия просто какая-то. Да? То есть ему с вами хорошо, но он может себе надумывать, что слишком тяжелые отношения, и проще оставить все как есть, да? Например, не продолжать двигаться к чему-то, к построению семьи или там возобновлять что-то. Он сейчас находится в состоянии, может быть, негативных привычек. Ему тяжело, ему непросто, что может мешать. Выбор здесь есть. Ему нужно принимать какой-то выбор, какое-то решение нужно принимать. Поэтому карты однозначного ответа пока мне не дают, конечно. Но никто не может заставлять человека
совершать те или иные поступки. А здесь есть манипуляторы в ваших отношениях, и каждого дела выбрать, подпадать под эти манипуляции, либо идти своим путем и быть счастливым. То есть здесь нужно, конечно, каждому из вас решить. Мешать может быть то, что есть двое, есть выбор, да, вот такой момент. Ну что ж, что он будет делать дальше? Да, это карта семейности. Это семейности. Карта родственных связей. И здесь он, может быть, будет встречаться с родственниками, да, что-то у него, может быть, поговорить захочет с ними о чем-то. Ну, вообще, он хотел бы отношений с вами. Ну, начнем. Его сильно к вам тянет. Я так вам скажу. То есть его, ну, тянет к вам. С родственниками своими, да, или вот где ему приходится делать выбор, он чувствует себя одиноко. Он чувствует, что ему что-то не хватает. А к вам его очень сильно тянет. И если смотреть вот здесь, то, что стоит ли вам продолжать отношения, в принципе, хорошие карты выходят, неплохие. Есть, конечно, проблемы, но с ними можно справиться. Давайте посмотрим, что в итоге. В итоге может прийти какое-то хорошее письмо. Какое-то, ну, как бы, письмо, которое прояснит какую-то ситуацию. То есть вам может прийти письмо, которое прояснит вашу ситуацию. Ну и давайте посмотрим еще. Тогда я хочу добавочку сделать. Ваш человек будет стремиться найти возможность для того, чтобы убрать негатив из вашей пары. Все-таки он будет искать такие возможности. И это очень хорошо, что он будет что-то делать. Он будет пытаться что-то изменить. Убрать, может быть, потери, если между вами потери. Потому что, и как я вижу, его к вам тянет, но и без вас ему плохо. И когда ему без вас плохо, он, скорее всего, увлекается какими-то вредными привычками. Или впадает в депрессию. Вот обратите внимание. Поэтому выдержит он долгое ли время. Ну, я вижу, что нет, он будет делать какие-то шаги в вашем направлении. Вот так. Но постарайтесь прояснить ситуацию, потому что здесь есть тайны. И вот эта первая карта, она показывает на тайны, что он что-то не договаривает. Может быть, вы что-то не договариваете, но поскольку вы задаетесь этим вопросом, то значит, как говорится, вы чувствуете, что что-то такое есть. Оно на самом деле есть. И здесь манипуляция больше с родственниками идет. Ну, давайте посмотрим дальше. Ну, да, давайте, вы, наверное, хотите точный ответ получить, стоит ли продолжать с ним отношения, поэтому я возьму карты. Стоит ли продолжать с ним отношения, и мы посмотрим точный ответ карт на этот вопрос. Точный ответ карт, в принципе, они говорят о том, что, скорее всего, нет, потому что тайны связаны могут быть с отношениями какими-то, и с детьми, и, может быть, еще с чем-то, может быть, с чем-то новым. Поэтому то есть человек боится с вами каких-то новых отношений. И для этого есть какие-то основания. Это может быть связано с деньгами,
может быть связано с работой каким-то образом, он боится. Но и здесь мне карты показывают, что будет проясняющее письмо, которое вам что-то прояснит, и тогда уже будете делать выводы. Ну, я могу сказать, что всегда можно изменить все. Можно всегда начинать все сначала, если вы оба этого хотите. Давайте посмотрим следующий расклад. Нужно просто что-то делать. Когда ничего делать не будете навстречу друг другу, ну, тогда, конечно, иногда проблемы какие-то нельзя решить, да, которые просто невозможно решить, и люди расходятся. Всякое в жизни бывает. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам Кипер скажет. Итак, стоит ли продолжать отношения? Почему этот вопрос мы задаем? Ну, здесь может быть связано с каким-то празднеством в обществе, да? Давайте посмотрим. Здесь какие хорошие карты выходят. Конечно, здесь карты показывают, что здесь отношения, в принципе, достойные, неплохие у вас с ним. Но тяжело, связаны с финансовыми, возможно, какими-то моментами, или с тем, что что-то неожиданно произошло, что теперь вот создало проблему, и вы смотрите этот расклад. Внезапно что-то произошло, возможно. Да, и здесь карты говорят, что нужно изменить состояние потерь, переживаний, что перемены придут в вашу жизнь, может быть, не прямо сейчас, они придут. Стоит ли продолжать? Ну, можно, да, здесь продолжать отношения, но вопрос в том, что как вы будете справляться с теми трудностями, которые здесь показаны. Здесь есть определенные трудности, а трудности могут быть связаны с работой или с финансами. Я хочу посмотреть, ну, конечно, с расстояниями тоже может быть связано, потому что карта поезда, да, то есть как бы когда человек со своими вещами садится в поезд и куда-то едет. Едет для того, чтобы убрать какие-то сомнения или прояснить ситуацию. Давайте дальше посмотрим, хочет ли мужчина продолжения. Он переживает, у него переживания сейчас в большей степени, и переживает он из-за какого-то известия, или связанное с документами, или с деньгами. Он переживает сейчас. Что может помешать? То, что человек ожидает, но ничего, может быть, где-то не предпринимает. И это может помешать вашим отношениям. Чем больше человек будет ждать у моря погоды, ну, здесь касаемо вашего мужчины, тем меньше он сможет изменить ситуацию. Давайте посмотрим, что он будет делать дальше. Будет ли также сидеть. Третьи лица здесь показаны, которые, скорее всего, ему и доставляют вот эти неприятности. И он, в принципе, будет к вам идти. Но проблема в том, что здесь есть еще кто-то, кто мешает. Вы вышли в его действиях. Он к вам будет обязательно идти. Вот сейчас просто у него какие-то мысли, либо о детях, как вот из предыдущего расклада, либо о новом известии каком-то, которое, возможно, изменило его поведение по отношению к вам. Ну, итог, что тут в итоге? Здесь есть, может быть, какая-то женщина, которая ожидает чего-то, ожидает от вашего мужчины, возможно. И здесь может быть связано с финансовыми вопросами. Давайте я спрошу у карт, стоит ли его ждать, да? Стоит ли продолжать. Любовь здесь есть. Любовь здесь есть, но, к сожалению, есть преграды. И преграда может быть связана с какими-то инстанциями, тоже такой момент может быть.
Возможно, вам нужно будет пройти какой-то определенный урок. Да, ну-ка я посмотрю. Здесь не то, что даже инстанции, а что-то в доме препятствует. Может быть, какая-то одинокая женщина также может препятствовать. Кто эта женщина? Фальшивая персона какая-то может препятствовать вашей любви. Здесь, так же, как вот и говорю, и предыдущий расклад взял эту энергетику манипуляторства где-то. И говорится здесь о том, что какая-то женщина имеет власть над вашим мужчиной и пытается им манипулировать. Вот такой момент. А может даже не один человек. Могут быть даже и дети. Могут быть даже и дети. Вот такие два расклада. Ну, конечно, это энергетика на данный момент. И я надеюсь, что вы обязательно решите, или ваш мужчина решит все эти проблемы. Это не такие серьезные проблемы, ну, на мой взгляд, потому что, как говорится, если люди любят друг друга, а здесь любовь взаимная, то они обязательно, причем и здесь вот хорошие карты выходят, то, что эти отношения не просто так в вашей жизни возникли. И здесь карты показывают о том, что можно решить вопросы, любые вопросы, если хочешь быть друг с другом. Да? Вот такой расклад. Ставьте лайки, приходите на мой канал еще, подписывайтесь, пишите комментарии. И всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.